Всем привет, с вами Тори-чан. Хотите узнать, почему я терпеть не могу японское лето? Написано, что у нас 37 градусов, еще только утро, но при этом ощущается как 46 градусов. За счет влажности асфальта я вышла на пару минут из дома, и мне уже ужасно жарко, поэтому назад под кондиционер спасаться. Так намного лучше. Сегодня у нас обычный будний день, и, к сожалению, в нашем холодильнике довольно пусто. Обычно я покупаю овощи у японских фермеров напрямую в деревне, но сегодня слишком жарко, чтобы ехать покупать овощи на велосипеде, и, в принципе, выходить из дома это невозможно в такую жару, поэтому сегодня закажу все необходимое в онлайн-магазине. Это тоже довольно в Японии распространено, доставка на дом. Поэтому заодно покажу вам, как это все устроено там, где мы живем. Не знаю, насколько это популярно в Токио, но в маленьких городах, как мы живем, многие используют доставку на дом, потому что не всегда есть возможность пойти или поехать в ближайший магазин, когда вот жарко, как сегодня, или когда нужно что-нибудь тяжелое купить, как рис или воду. Поэтому обычно я использую Ион, это очень большая сеть супермаркетов в Японии. И у них есть доставка на дом, стоит она 300 йен, неважно сколько ты купил. И у них есть очень широкий выбор как овощей, абсолютно все, что угодно. Написано на японском языке, поэтому если вы не знаете японский, то ориентироваться нужно на картинки. Но в принципе очень удобные приложения у них есть вот такое. Часто я покупаю авокадо, для салатов разная зелень. Есть почти все. Даже укроп есть, который редко в Японии продается, что очень меня радует. Также в этом магазине довольно хороший выбор свежей рыбы. Есть даже рыба для сашими, цельная, которую сам режешь, или уже порезанная кусочками сашими, что очень удобно. Много разных видов. Целые наборы есть сашими, кстати, можно вот такое взять сегодня на ужин. И, конечно, большой выбор свежей рыбы для термической обработки. В Японии редкая рыба продается целиком, обычно все вот такое порезанное уже на кусочки, что очень удобно. И это именно рыба для термической обработки, ее нужно готовить. В магазинах четко написано, какую рыбу можно есть сырой, как сашими или суши, а какую нужно термически обрабатывать, жарить, варить и так далее. Разная у них проверка на разные паразиты. Это то, почему в Японии и не боятся есть сырую рыбу, потому что та рыба, которую можно есть сырой, ее очень тщательно проверяют. Поэтому смотрите, не ешьте сырую рыбу, которую нельзя есть сырой в Японии. Вроде как я заказала все необходимое, у меня в корзине 20 продуктов, и все это мне стоит 5963 йены с доставкой, и доставят примерно через 2-3 часа, как раз к обеду. Отлично. Пока ждем доставку, есть одна вещь, которую я давно откладываю и сегодня хочу наконец-то сделать. Распаковка золотой кнопки от YouTube. 1 миллион подписчиков. Всем большое спасибо, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь. Я обещаю продолжать делать контент, который вам будет нравиться. Очень всем благодарна за поддержку все эти годы. Я немного в шоке до сих пор. Я ее давно получила относительно, но все никак не могла ее открыть. Ух, ну, наверное, сегодня как раз хороший тайминг. Ну что ж, вы вообще видели, какая она огромная? По сравнению с серебряной, которая получает на 100 тысяч подписчиков, это просто огромнейшая, она очень тяжелая. Реально, килограмма, наверное, 1,5-2 точно есть. О. О, ничего себе! О, это письмо. Смотрите, какая она огромная. Это новый дизайн, совершенно другая. Я потом покажу вам для сравнения старый дизайн кнопки, а это именно новый дизайн. Слушайте, она как будто железная, я думала, она из пластика. О!
ごいすごい。泉めちゃくちゃすごいよ。このボタンが。めっちゃ。プラチナじゃない。残念。見てこれ思ったより。おー、綺麗。重い？重い。持って大丈いいよ。夫？おお。こんな綺麗だったね。パンみたいな。すごい綺麗。おめでとうございます。ありがとうございます。お、а, мо, так. О, раз уже пошло дело распаковки, мы открыли коробку с еще одной кнопкой. Это серебряная кнопка в честь 100 тысяч подписчиков на канале Тори Андызами. Это наш влог-канал, где мы на японском языке разговариваем, но там есть субтитры, поэтому кому интересно, кто еще не подписался, подписывайтесь, добавляйтесь в вашу небольшую семью. И так интересно, что и та кнопка почти в одно и то же время пришла. 1 миллион подписчиков на главном канале и 100 тысяч на нашем влог-канале. Тоже такая, она полегче, конечно, размером поменьше. И для сравнения, смотрите, это прямо исторический момент. Смотрите, кнопка нового дизайна серебряная, она и размером тоже больше. О, и золотая. Всем большое спасибо еще раз. Пока я распаковывала кнопки, уже доставили наши продукты. Вот это мои продукты из магазина. Доставляют их обычно вот в таких вот контейнерах. Можно, чтобы доставили лично, но я обычно прошу, чтобы оставляли на пороге. Очень удобно, когда ты не дома. В Японии не крадут обычно с порога разную доставку, поэтому не страшно. Плюс оно на вот таком вот замке. Конечно, если очень хочется, можно это снять, обрезать и так далее, но пока проблем не было. Вот такой пластиковый контейнер. Список того, что я купила. Написано, чего не было и что заменили на похожий продукт. И внутри мои покупки. Ага, здесь овощи. В таком вот холодном контейнере. Здесь еще, смотрите, видите, там почти все в таких вот контейнерах, чтобы оно не испортилось. После того, как я достала все продукты, я выставляю пустой контейнер на улицу и его забирают на следующее утро. Единственный минус такой доставки на дом – все приходит в пакетах пластиковых, нельзя выбрать опцию эко-пакета. Вот столько продуктов у меня получилось на 5000 с копейками йен, это чуть меньше, чем $50. Не так уж и много, потому что здесь есть довольно дорогие продукты, как, допустим, сашими 1000 йен, поэтому это 1/5 от всей стоимости. Вот такие они в магазине продаются, набор для суши. Смотрится свежим, и я знаю, что в Японии даже доставка суши из магазинов довольно качественная, поэтому без проблем заказываем вот так вот. Также рыбка, это называется шишамо, такая вот рыбка маленькая. Ее обычно жарят на гриле, очень полезная, там много кальция. Это называется хокке. Я не знаю, как это называется на русском, но на японском называется хокке. И это полузасушенная рыба. Ее тоже на гриле жарят. Это натто, соевые перебродившие бобы. Мы их заказываем реально каждую неделю, потому что мы их едим очень часто, почти каждый день. Из овощей я заказала вот такие вот порезанные овощи, хорошо для рамена, для лапши.
Здесь внутри капуста, морковка, а также мояши, это ростки тоже бобовые. Порезанный зеленый лук, такой используют для сервировки лапши и не только. Спаржа, 2 авокадо, очень маленькие, но хотя бы мягкие. Green lettuce, это как будто летос, капуста. А также мини-помидорчики, вот такие вот. В Японии очень маленький выбор сыров, именно целых не порезанных, но вот таких вот уже мелко потертых сыров очень много в магазине. Удобно их использовать, но, конечно, не для всего они подойдут. Это водоросли нори. Сегодня на ужин будем их использовать вместе с сашими. Лапша сомен. Это такая японская тонкая лапша, сделанная на основе муки обычной. Еще одна лапша. Вот такая лапша для якисоба. Японское блюдо. Тоже лапша из пшеничной муки, но с добавлением яйца, поэтому она вот такая вот желтенькая. И она не засушенная лапша, как вот эта вот сомен, а вот такая, видите, свежая, ее нужно в холодильнике хранить. Это сёга, имбирь перетертый. Вот такой внутри он в тюбике, перетертый имбирь. Удобно для японской кухни, когда нету свежего имбиря дома. А также 4 упаковки овсяного молока. Часто покупаем именно его, но оно стоит в 2 раза дороже, чем обычное молоко, к сожалению. Хай, мо югата десу ноде, има кара бан гохан о цукуримасу. Сейчас мы готовим рис с уксусом. Вот так вот добавляется, используется для суши и для темаки, и ручных суши тоже. Ужин за 5 минут, реально нечего готовить. Темаки-дзуши очень простое блюдо. Добавили уксус с сахаром в рис. Сашими, которые мы купили в магазине. Нори порезали, а также авокадо и огурцы. Приятного аппетита! Приятного аппетита. Приятного аппетита! Темаки-дзуши, ручные суши – один из наших самых ленивых вариантов ужина, когда хочется что-то вкусное, а готовить лень. Каждый просто сам себе скручивает суши с любимой начинкой. Например, у меня суши с лососем, авокадо и огурцом, почти Филадельфия. Очень вкусно. Вот такой у нас был сегодня день. Надеюсь, что вам понравился этот влог. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще. Всем пока.